Глава 2316. Сила неба и земли. Почти в тот же самый момент Юэ Лонг сделал ручную печать, прежде чем указать пальцем на веер из алых перьев. Бесчисленные алые руны немедленно хлынули из веера в бешенстве, когда он раздулся в несколько раз по сравнению с первоначальным размером, а затем появился прямо перед Юэ задолго до того, как был пойман в его объятия. Затем Юэ Лонг без колебаний поднял веер и поднес его к золотому порошку. Как только он это сделал, вентилятор зажегся сам по себе, когда слои малинового пламени появились над его поверхностью, в то время как порывы обжигающего ветра проносились в воздухе. Как только золотой порошок был подхвачен этим ветром, они начали ярко светиться, затем поднялись в небо, прежде чем исчезнуть во вспышке на определенной высоте. Именно в этот момент Юэ Лонг открыл рот, чтобы выпустить несколько шариков эссенции крови навстречу свирепому ветру. Все эти шары кровавой эссенции были чернильно-черными, и как только они соприкасались с ветром, они взрывались черным дьявольским пламенем. Раздался глухой удар, когда эти языки пламени были подхвачены ветром, и ветер яростно раздувал огненные шары, заставляя их раздуваться более чем в 1000 раз по сравнению с их первоначальным размером. В мгновение эка опаляющий столб черного пламени принял форму, простираясь прямо в небеса и представляя собой удивительное зрелище. В небе над огненным столбом золотой порошок, который исчез, всплыл на поверхность, а затем превратился в серию огромных золотых рун. Массивные руны рассыпались по всему небу, образуя чрезвычайно сложную суперформацию с бесчисленными лучами золотого света, пробивающимися сквозь нее. В то же самое время формация выпускала взрыв ужасающего духовного давления, которое угрожало сделать даже окружающее пространство застывшим. Внезапно в безоблачном небе раздался раскат грома, как будто резонируя с формацией, и сверху обрушилась серия шаров белого света. Сначала таких световых шаров было всего несколько десятков, но они быстро превратились в тысячи, потом в десятки тысяч, и это было так, как будто сверху обрушился белый метеоритный дождь. Внезапно из золотой формации раздался взрыв буддийских песнопений, за которым последовал взрыв огромной невидимой силы. Все белые шары света были втянуты этой силой в золотую формацию, и все они были поглощены в мгновение эка. Грохот внутри золотой формации стал еще громче, и золотые руны яростно вспыхнули, когда еще более страшная аура начала обретать форму. Вместо того, чтобы быть встревоженным этим, в глазах Юэ Луна появился восторженный взгляд, когда он закричал: «Все готово, товарищ Даосхань, сила неба и земли вот-вот спустится». Затем он сделал ручную печать, прежде чем указать пальцем на котел, который мгновенно раздулся до более чем 1000 футов в размере. В то же время из котла хлынули все виды материалов разных цветов и размеров, и все они излучали удивительный металлический атрибут духовной ци. Выйдя из котла, все материалы повисли в воздухе совершенно неподвижно. Прямо в этот момент из золотой формации наверху раздался оглушительный грохот, и из нее спустился луч золотого света. Поначалу луч золотистого света был толщиной всего лишь с отверстий чаши, но он быстро раздулся до толщины резервуара для воды, и в нем были видны бесчисленные тонкие полупрозрачные нити. Еще до того, как он приземлился, он испускал чрезвычайно резкую ауру. Выражение лица Юэ Лонга слегка потемнело, когда он увидел это, и он сделал ручную печать, на которой 108 медных столбов вздрогнули в унисон, прежде чем исчезнуть на месте, только чтобы быть замененными серией медных кукол-воинов разных описаний. Все куклы держали в руках разные сокровища, которые они поднимали в воздух в унисон. Затем все сокровища взорвались одновременно с громким жужжащим звуком, после чего порыв свирепого ветра пронесся вниз посередине, охватывая всю долину под ним. Как ни странно, звук лязгающего металлического оружия был слышен среди воющего ветра, и неописуемая зловещая аура пронеслась по окрестностям, как будто там было бесчисленное количество опасного оружия, скрытого внутри ветра. В следующее мгновение золотой свет, спускающийся сверху, растворился в ветре, но, появившись с другой стороны, он уменьшился чуть более чем вдвое. Затем золотой свет опустился прямо в гигантский котел, заставляя его сильно дрожать, издавая громкий лязгающий звук, похожий на звон гигантского колокола. В то же время защитный духовный свет вокруг тела Юэ Лонга слегка дрожал, но выражение его лица оставалось неизменным. Тем временем золотая формация наверху выпускала один столб золотого света за другим, и интервал между каждым выпущенным столбом света постепенно сокращался. Юэ Лонг был в состоянии выдержать первые 100 или около того столбов золотого света устойчивым образом, но вскоре столбы золотого света падали по 2 за раз, и выражение его лица медленно становилось довольно мрачным. Несмотря на то, что он все еще мог продолжать использовать гигантский котел, чтобы поймать столбы золотого света, котел начал сильно дрожать, и черный свет непрерывно вспыхивал на лице Юэ Лонга, ясно указывая, что он начинает бороться. Хань Ли уже парил в воздухе, как только медная колонна под его ногами превратилась в море неточного воина, и он все еще оценивал разворачивающуюся ситуацию со спокойным выражением лица, не выказывая никакого намерения вмешиваться. Внезапно 3 столба золотого света обрушились сверху в унисон, и выражение лица Юэ Лонга резко изменилось, когда он рефлекторно бросил взгляд на Хань Ли. К его большому облегчению, Хань Ли наконец начал действовать, когда из его тела начал исходить взрыв непостижимого духовного давления.
Таким образом, Юэ Лонг смог направить свое внимание обратно на котел, в бешенстве впрыскивая свою магическую силу в сокровище. Серебряный котел начал быстро вращаться на месте, и материалы вокруг него погрузились в котел под резкий скрежет металла о металл. Вспыхнул золотой свет, и 3 столба золотого света пронзили свирепый ветер. Несмотря на то, что они были значительно уменьшены, они все еще спускались к серебряному котлу с удивительной силой. Именно в этот момент Хань Ли указал пальцем на столбы золотого света издалека, и толстая золотая молния выскочила из кончика его пальца среди грохочущего раската грома. Молния мгновенно появилась рядом со столбами золотого света, затем разделилась на 3 части, чтобы ударить в столбы света с безошибочной точностью. Раздался оглушительный грохот, когда дуги золотого света распространились по воздуху, и как только молния исчезла, столбы золотого света, как выяснилось, сжались еще больше, прежде чем погрузиться в гигантский котел. Котел задрожал от глухого удара, но смог выдержать столбы золотого света. Несмотря на то, что промежутки между нисходящими столбами золотого света все еще сокращались, они не могли представлять большой угрозы после того, как были ослаблены божественной дьявольской молнией Хань Ли. Уверенность Юэ Лонга была сильно подпитана, увидев это, и он начал щелкать серии заклинательных печатей в воздухе, все из которых мгновенно исчезли в гигантском серебряном котле при контакте. Сверкающий золотой свет излучался внутри котла, и раздавалась череда оглушительных ударов, как будто материалы внутри него разрушались один за другим. Сразу же после этого Юэ Лонг бросил взгляд на белый нефритовый флакон, прежде чем произнести слово «взорваться». Белые руны на поверхности нефритового флакона немедленно вспыхнули, прежде чем сам флакон взорвался, образовав шар размером с ладонь серого духовного пламени. Юэ Лонг указал пальцем на огненный шар, затем произнес слово «зажечь». Духовное пламя мгновенно превратилось в серого огненного питона длиной более 300 футов, и он бросился к серебряному котлу, прежде чем нагреть его снизу. Серия тайных узоров на поверхности котла немедленно загорелась, затем перешла из серебряного в малиновый цвет, в то время как температура в котле мгновенно поднялась до невероятной степени. В результате большая часть материалов в котле быстро расплавилась в жидкость, и только несколько специальных материалов все еще сохраняли свою первоначальную форму. Юэ Лонг пристально оценивал котел немигающим взглядом, и вспышки невидимой силы высвобождались из его тела, втягивая оставшиеся материалы в котел. Затем он сделал ручную печать, прежде чем изгнать еще один шар черной эссенции крови, который полетел прямо в серое духовное пламя. Пламя под котлом немедленно резко раздулось, и его температура значительно возросла, когда он приобрел слабый золотистый цвет. Вскоре после этого изменения цвета оставшиеся в котле материалы, которые еще не расплавились, тоже начали размягчаться и плавиться. Однако именно в этот момент количество столбов света, спускающихся из золотого образования наверху, наконец-то увеличилось до 4 сразу. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он увидел это, и золотая молния, выпущенная из его пальцев, внезапно прекратилась, когда он взмахнул рукавом в воздухе. Золотая тыква была выпущена, и она немедленно опрокинулась, высыпав тысячи зерен полупрозрачного песка. Эти песчинки взметнулись вверх по его приказу, а затем быстро исчезли вдали в мгновение ика. В следующее мгновение прямо над котлом появилась желтая песчаная буря, и ряд гигантских полупрозрачных камней размером с жернова, казалось, образовал таинственное каменное образование. В этот момент столбы золотого света уже спустились сверху и ударили в самый центр каменного образования. Раздался оглушительный грохот, когда ярко-желтый свет яростно вспыхнул, и дюжина или около того гигантских камней в самом центре формации были мгновенно разрезаны золотым светом. Однако 4 столба золотого света все еще были затруднены, и только после того, как они уменьшились до небольшой части своего первоначального размера, они смогли едва пройти через каменное образование. Глава 2317. Скорбь Цин Юаньцзы. После того, как еще 7 или 8 волн золотого света упали в серебряный котел, грохот, доносящийся из котла, внезапно превратился в пронзительный визг, и выражение лица Юэ Лонга резко изменилось, увидев это. «Товарищ даосист Хань, пожалуйста, держи силу неба и земли на расстоянии, пока я сначала не очищу всю силу в котле». Как только его голос затих, Юэ Лонг открыл рот, чтобы выпустить еще несколько шариков эссенции крови. После поглощения такого количества эссенции крови духовное пламя под котлом поднялось в безумии, чтобы охватить практически весь котел, и цвет пламени также превратился в малиново-золотой оттенок. Температура пламени была настолько высока, что окружающее пространство резко искривлялось, и все материалы в котле превратились в кипящую пузырящуюся жидкость с пятнами золотого света, вспыхивающими внутри. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он указал пальцем вперед, и внутри каменного образования вспыхнул пятицветный свет, после чего все гигантские камни начали вращаться с невероятной скоростью. Столбы золотого света, которые нырнули в строй, задержались еще дольше и появились с другой стороны еще более ослабленными, чем раньше.
В то же самое время Хань Ли поднял другую руку, чтобы послать вспышку черного света, летящую по воздуху, и она превратилась в черное облако, которое было несколько акров в области, чтобы подметать столбы золотого света. Следы света непрерывно вспыхивали в черном облаке, и это была не что иное, как черная сеть, которую Юэ Лонг дал Хань Ли ранее. Сеть казалась очень тонкой и хрупкой, но золотой свет был совершенно не способен вырваться из нее и мог только подпрыгивать внутри сети, как если бы это было живое существо. Тем временем Хань Ли делал ручные печати на расстоянии, явно контролируя сокровища издалека. Юэ Лонг был очень воодушевлен, увидев это, и он начал очищать материалы в котле изо всех сил. Более 100 полупрозрачных золотых кирпичей размером с ладонь медленно обретали форму в гигантском котле, и только после того, как почти 100 столбов золотого света скопились в черном облаке, Юэ Лонг внезапно закричал: «Теперь ты можешь высвободить силу неба и земли, брат Хань». Хань Ли кивнул в ответ, прежде чем ткнуть пальцем в сторону черного облака издалека, и черное облако разделилось посередине, образовав прорезь, чтобы позволить столбам золотого света снова погрузиться в котел. Таким образом, процесс повторялся снова и снова, когда Хань Ли останавливал или выпускал столбы золотого света, используя черное облако, как инструктировал Юэ Лонг, и с его помощью Юэ Лонг смог полностью сосредоточиться на очистке материалов в гигантском котле, прекрасно контролируя количество энергии неба и земли, вливаемой в материалы. Однако с течением времени количество столбов света в черном облаке увеличивалось все больше и больше, и не прошло и 15 минут, как уже накопилось около 700. Даже с огромной магической силой Хань Ли он начал бороться, чтобы содержать так много силы неба и земли. Внезапно он издал холодное хрюканье, взмахнув рукавом в сторону расстояния, и шар серебряного света размером с чайную чашку вылетел из его рукава, прежде чем мгновенно раздуться до размеров дома, а затем исчез в черном облаке в мгновение ока. Это была не что иное, как одна из 3 серебряных бусин, которые Юэ Лонг дал ему. Раздался глухой удар, когда серебряная бусина взорвалась, окутав все черное облако слоем серебряного света. Как только серебряный свет исчез, золотой свет внутри черного облака тоже исчез, оставив только черное облако, парящее в воздухе само по себе. Эти 3 серебряные бусины были сокровищами, которые специально предназначались для металлической атрибутивной силы неба и земли, и теперь, когда давление было полностью снято с плеч Хань Ли, он смог использовать черное облако, чтобы перехватить больше столбов золотого света. Юэ Лонг был свидетелем всего, что только что произошло, и вместо того, чтобы оплакивать потерю одной из этих серебряных бусин, в его глазах мелькнул намек на восторг. Хань Ли уже продержался гораздо дольше, чем он ожидал, прежде чем использовать эту серебряную бусину, и он был ошеломлен тем, насколько огромными были запасы магической силы Хань Ли. Казалось, что он действительно нашел идеального союзника, и был очень хороший шанс, что он сможет успешно очистить кристаллы экстремального происхождения в этом случае. Тем временем Хань Ли оценивал полупрозрачные кирпичи в котле, задаваясь вопросом, сколько из них на самом деле превратится в металлические кристаллы экстремального происхождения. 2 месяца спустя 2 женщины в белых одеждах стояли бок о бок под пышным черным деревом в скрытой долине в земной бездне. Одна из женщин была очень миниатюрной и привлекательной, в то время как другая была стройной и элегантной, и в настоящее время они что-то обсуждали с серьезным выражением лица. В центре долины была воздвигнута гигантская платформа ярко-зеленого цвета, словно построенная из массивных зеленых бревен. Платформа была разделена на 7 уровней, по краям каждого из которых располагалось около дюжины сокровищ различных описаний. На самом высоком уровне платформы были установлены сотни флагов разных размеров, образуя чрезвычайно глубокое образование. Все эти флаги были разных цветов, и все они испускали удивительные ауры, ясно указывающие на то, что они были замечательными сокровищами. В центре флагового строя стоял серебристый футон диаметром около фута. В радиусе полукилометра вокруг платформы стояли тысячи гуманоидных или звериных статуй различных форм и материалов, но все они были чрезвычайно живыми и поклонились к гигантской платформе. Кроме того, вся долина была усыпана нефритовыми кирпичами разных цветов, купавшими всю долину в слое слабого духовного света. Отец сделал обширные приготовления к этой небесной скорби, так что должен быть очень хороший шанс, что он сможет успешно преодолеть ее. Так почему же он выглядел таким обеспокоенным в последние несколько дней? Спросила элегантная женщина, плотно нахмурив брови. Я, конечно, не осмелился бы заявить, что могу угадать мысли мастера, но я думаю, что он, скорее всего, просто обеспокоен своей небесной скорбью. В конце концов, если бы он потерпел неудачу, то его путешествие по культивации подошло бы к концу, ответила миниатюрная женщина. Это правда. Каждая большая небесная скорбь страшнее предыдущей, и нет ей конца, если только не вознестись в это высшее царство. Отец уже преодолел так много скорбей, предстоящая большая небесная скорбь определенно будет гораздо более страшной, чем мы можем себе представить. Мы можем только молиться, чтобы отец смог успешно преодолеть его. Во всяком случае, я постараюсь помочь ему всеми силами, решительно заявила элегантная женщина.
ты усердно культивировал все эти годы и, наконец, достиг стадии интеграции тела именно потому, что хотел отплатить мастеру за доброту, которую он проявил к нам. Жаль, что я не обладаю небесным телосложением инь, так что здесь я ничем не смогу помочь мастеру, вздохнула миниатюрная женщина. Эти две женщины были никто иные, как Юань-Я и Янь-Ли. Среди них Юань-Я была принята Цин Юань-Цзы в качестве его приемной дочери и достигла стадии ранней интеграции тела. Что касается Янь-Ли, то духовное давление, исходящее от ее тела, указывало на то, что она находилась на стадии поздней пространственной закалки. Это был день, когда Цин Юань-Цзы готовилась преодолеть свою скорбь, и, готовясь к этому дню, Цин Юань-Цзы использовала все виды секретной техники, чтобы отсрочить эту скорбь, а также потратила огромное количество ресурсов и усилий, чтобы доставить Юань-Я на ее нынешнюю базу культивирования, и все это для того, чтобы она могла высвободить определенную редкую способность, чтобы помочь ему преодолеть эту скорбь. Юань-Я знал об этом, но Цин Юань-Цзы использовала секретную технику, чтобы вернуть ее и Янь-Ли обратно в человеческое тело, и помогла ей достичь стадии интеграции тела за такое короткое время, поэтому она все еще была очень благодарна Цин Юань-Цзы и была готова помочь ему любой ценой. Эта долина была местом, которое Цин Юань-Цзы выбрал, чтобы преодолеть свою скорбь. Здесь было проведено множество подготовительных мероприятий, и сотни мощных ограничений были созданы вокруг долины на случай, если кто-то попытается воспользоваться этой возможностью, чтобы устроить заговор против него. В настоящее время Цин Юань-Цзы молился и нежился в аромате благовоний во временном пещерном жилище недалеко от долины, приводя себя в лучшее состояние, чтобы встретить эту скорбь. Продолжив разговор еще некоторое время, Юань-Я и Янь-Ли замолчали и продолжали ждать с намеком на беспокойство в глазах. Примерно через полдня серые облака в небе начали клубиться, и из долины начала исходить странная аура. Внезапно вдалеке появился шар лазурного света, который после нескольких вспышек достиг Юань-Я и Янь-Ли. Юань-Я отдает дань уважения своему отцу. Янь-Ли отдает дань уважения своему господину. Юань-Я и Янь-Ли немедленно упали на колени в присутствии Цин Юань-Цзы. Шар лазурного света исчез, открыв пожилую Цин Юань-Цзы, и он проинструктировал: «Только Яэр может помочь мне во время этой небесной скорби, поэтому Яэр должен пойти со мной. А пока оставайся здесь и держи оборону, Янь-Ли». «Да». «Как пожелаете». Обе женщины, естественно, не стали возражать. Цин Юань-Цзы кивнул и провел рукавом вниз, выпустив вспышку лазурного света, чтобы подхватить Юань-Я, после чего они оба исчезли на месте. В следующее мгновение пространственные колебания вспыхнули на самом высоком уровне гигантской платформы, и дуэт появился снова. «Ты пока останешься здесь, Яэр, и я проинструктирую тебя вмешаться, когда потребуется. Убедитесь, что вы не действуете слишком рано или слишком поздно, иначе вы упустите эту возможность», доброжелательно проинструктировала Цин Юань-Цзы. «Будьте уверены, отец, и я знаю, что делать», серьезно ответил Юань-Я. «Ха-ха, я полностью доверяю тебе, но будь очень осторожен. Эта небесная скорбь будет очень грозной, и вы легко можете попасть в нее, если не будете осторожны», предупредила Цин Юань-Цзы с улыбкой. Юань-Я, естественно, кивнул в ответ. В воздухе над скалистой областью далеко от долины внезапно поднялся свирепый ветер, и пара массивных черных когтей вытянулась из ветра, прежде чем яростно разорвать пространство. Глава 2318. Грозные враги. Пространство было мгновенно разорвано парой когтей, создав пространственный разлом длиной более 10 тысяч футов. Затем из расщелины появилась горная фигура, за которой следовали две полосы света. Полосы света исчезли, открыв молодого даосского жреца и худого человека в желтом одеянии, в то время как черная ци вокруг гигантской фигуры рассеялась, открыв темнокожего гиганта с изогнутыми рогами на голове и несколькими рядами коротких костяных шипов на спине. Его лицо было полностью идентично лицу обычного человека мужского пола, но устрашающая аура, которую он излучал, вызывала ощущение удушья. «Я действительно впечатлен тем, что вы смогли прорваться сквозь пространство и позволить нам так легко войти в это место только с вашим физическим телом, товарищ бессмертный даос», сказал человек в желтом одеянии с улыбкой. «Ха-ха, это все благодаря твоей двери 9 иллюзий удачи, расшатывающей границы между мирами. Иначе я бы ни за что не смог этого сделать», усмехнулся гигант в ответ, прежде чем быстро уменьшиться до всего лишь около 20 футов в высоту. «Хе-хе, хотя это действительно так, все равно было бы невозможно войти в это пространство, если бы ты не обладал силой прорывать границы между мирами», усмехнулся человек в желтом. «Ладно, хватит бесполезной болтовни, я пришел сюда не для того, чтобы слушать, как вы хвалите друг друга. Давайте найдем цель и покончим с этим как можно скорее», сказал молодой даосский жрец с холодным взглядом в вертикальных зрачках. «Спешить некуда, товарищ Даос Сансуань. Даже когда начнется скорбь Цин Юань-Цзы, ему потребуется довольно много времени, чтобы преодолеть ее, так что у нас определенно есть достаточно времени, чтобы добраться до него», неторопливо ответил человек в желтой мантии.
Эта троица, естественно, была никем иным, как Хуан Юаньци, бессмертным небесным владыкой, и Даосом Сань Цуань, все из которых были известными существами великой стадии Вознесения. Похоже, что вы действительно долго планировали нацелиться на этого Цин Юаньци. Вы даже уловили время и место для его трансцендентности скорби, заметил Даос Сан Цуань. Конечно. Цин Юаньцзы не принадлежит к нашей расе Чан Юань. Вместо этого он обладал телом моего близкого родственника, и только тогда он смог достичь своей нынешней базы культивирования. Я в огромном долгу перед этим родственником, и я отказался от своего первоначального имени ради этого, чтобы постоянно напоминать себе о том, что сделала Цин Юаньцзы, чтобы подстегнуть меня в моем стремлении к мести, холодно сказал Хуан Юаньцзы. Я не думал, что у тебя будет такая серьезная вендетта против этой Цин Юаньцзы. Будьте уверены, я обязательно помогу вам отомстить, сказал бессмертный небесный владыка. Меня не волнуют ваши разногласия с Цин Юаньцзы, я просто хочу получить награду, которую вы мне обещали. Что касается того, сможем ли мы на самом деле убить Цин Юаньцзы, это будет зависеть от вас, сказал Дао Сан Цуань равнодушным голосом. Вместо того, чтобы прийти в ярость, услышав это, Хуан Юаньцзы уверенно ответил: «Будьте уверены, брат Сань Цуань, я пригласил вас присоединиться к нам прежде всего за ваше мастерство в искусстве формаций. С вашим опытом и моей дверью фортуны 9 иллюзий ограничения, установленные Цин Юаньцзы вполне могут теперь существовать». Выражение лица Даоса Сан Цуаня немного смягчилось, и он сказал: «Я слышал, что Цин Юаньцзы также весьма искусен в искусстве формаций, и он, должно быть, создал несколько грозных формаций, готовясь к своему трансцендентному несчастью. Ха-ха, я полностью доверяю тебе, брат Сан Куан. Давайте отправимся прямо сейчас. Из Цин Юаньцзы и меня только один может покинуть это пространство живым», заявил Хуан Юаньцзы, прежде чем улететь в виде полосы света. Бессмертный небесный владыка и Дао Сан Цуань обменялись взглядами, прежде чем последовать за ним. Над платформой в долине Цин Юаньцзы уже парил на высоте чуть более 100 футов в сидячем положении со скрещенными ногами. Вокруг него в воздухе летали несколько десятков лазурных летающих мечей, а его глаза были плотно закрыты в невыразительной манере. Внизу все окружающие флаги испускали слои пятицветного света, образуя бесчисленные сияющие руны, которые парили над платформой. Все сокровища формации, установленные под платформой, также непрерывно жужжали, в то время как полосы духовной ци поднимались вверх, прежде чем исчезнуть в воздухе. Что касается всех статуй вокруг платформы, они все еще сохраняли свои первоначальные позы, как будто все происходящее на платформе не имело к ним никакого отношения. Тем временем Юань-Я стоял у подножия флага формирования, нервно глядя в небо. В этот момент красные облака уже заполнили все небо, и порывы свирепого черного ветра проносились в воздухе, заставляя пространство за ними слегка дрожать. Красные облака образовали плотное водонепроницаемое одеяло и испускали обжигающую ауру. Вскоре после этого багровый свет вспыхнул в облаках, и обжигающие шары света начали обретать форму, а затем упали с неба, как проливной шторм. В то же самое время Цин Юаньцзы открыл глаза, затем поднял руку, прежде чем провести пальцем вверх. Полоса лазурного меча Ци, которая была более 10 тысяч футов в длину, немедленно появилась, а затем трансформировалась в лазурный световой барьер по его приказу, чтобы охватить всю платформу. Шары ослепительного красного света ударили в лазурный световой барьер, прежде чем мгновенно взорваться, посылая бесчисленные искры во все стороны, но ни один из них не смог проникнуть через барьер меча. Однако эти красные шары света явно были только началом небесной скорби. После бури из десятков тысяч световых шаров наверху раздался раскат грома, и молнии пурпурно-золотистого цвета появились прежде, чем тоже посыпались сверху. В то же самое время свирепые черные ветры пронеслись из небес. Прежде чем ветер даже упал на барьер меча, он выпустил бесчисленное количество полупрозрачных клинков ветра, заполнив практически все небо. Однако Цин Юаньцзы не только не встревожился, увидев это, он охотно принял вызов, когда сверкающий лазурный свет вырвался из его тела, и в то же время он быстро указал пальцами вверх. Внезапно весь лазурный свет внутри барьера меча сошелся, чтобы преобразовать полосу ци меча длиной более 10 тысяч футов, которая затем превратилась в массивного лазурного змея. Змей танцевал по небу в свирепой демонстрации, выпуская полосы ци меча, которые держали все фиолетовые молнии и клинки ветра на расстоянии. Юань-Я, естественно, пришел в восторг, увидев это. Как раз в этот момент наверху появился яркий красный свет, и все красные облака рассеялись, открыв реку лавы. В следующее мгновение река лавы вздыбилась, прежде чем обрушиться с небес, воспламенив все небо. Улыбка Юань-Я сразу же застыла, увидев это, но Цин Юаньцзы остался невозмутимым, когда он сделал ручную печать, на которой руны, которые вырвались из флага формирования, поднялись в воздух по его приказу, прежде чем сформировать пятицветную руническую формацию. Затем десятки тысяч полупрозрачных пятицветных нитей вырвались из формации, пронзив нисходящий водопад лавы и полностью уничтожив его.
В то же время Цин Юаньцзы положил руку на макушку своей головы, на которой появилась миниатюрная лазурная фигура, затем потер руки вместе, прежде чем поднять их, чтобы выпустить бесчисленные полосы лазурного меча Ци, каждая из которых была более мощной, чем предыдущая. Цин Юаньцзы знала, что небесная скорбь только начинает проявлять свою грозную мощь. 10 дней спустя все небо в радиусе 1000 километров вокруг долины было окутано плотным одеялом темных облаков, и случайные вспышки пятицветного света появлялись рядом с грохочущими ударами. Было ясно, что небесная скорбь достигла своей самой страшной точки. На вершине небольшой горы в тысячах километров от них стояли 3 гуманоидные фигуры на ветвях массивного дерева, оценивая долину издалека. Эти трое были никто иной, как Хуан Юаньци, Дао Сань Цуань и бессмертный небесный владыка, и они прибыли 2 дня назад. В настоящее время они ожидали хорошей возможности нанести удар, и бессмертный небесный владыка размышлял: «Я не думал, что главная небесная скорбь Цин Юаньцзы будет такой страшной, я не думаю, что даже продержался бы так долго, если бы был на его месте. В самом деле, даже мне, скорее всего, не удастся преодолеть эту скорбь». Похоже, громкая репутация этого Цин Юаньцзы, безусловно, вполне заслужена, мрачно согласился Дао Сань Цуань. Ну и что силы Цин Юаньцзы намного превосходят нас троих по отдельности. Возможно, он даже не сможет преодолеть эту скорбь, и даже если он это сделает, он определенно будет сильно ослаблен, и нет никакого способа, которым он сможет выжить против нас троих, холодно усмехнулся Хуан Юаньцзы. Бессмертный небесный владыка кивнул в знак согласия. Это правда. Каким бы могущественным он ни был, его дни сочтены. Похоже, что эта небесная скорбь продлится еще по крайней мере 5 или 6 дней. Разве мы не должны начать готовиться к снятию этих ограничений вокруг долины? В противном случае есть очень хороший шанс, что Цин Юаньцзы уйдет в подполье, как только закончится его скорбь, холодно сказал Дао Сань Цуань. Ты прав, самое время действовать. В нынешнем состоянии Цин Юаньцзы он ничего не сможет сделать, даже если заметит, что мы снимаем его ограничения. Самое большее, что он может сделать, это развернуть некоторые резервные меры, которые он, возможно, установил заранее, сказал Хуан Юаньцзы. Резервные меры. Ха-ха, посмотрим, что он приготовил. Чем больше ресурсов он использует сейчас, тем легче нам будет нанести ему последний удар, усмехнулся бессмертный небесный владыка. Глава 2319. Прибытие как врагов, так и союзника. Я, естественно, тоже об этом знаю, поэтому предлагаю устроить большой переполох, снимая эти ограничения. Даже если Цин Юаньцзы сможет устоять перед желанием использовать меры, которые он установил, он определенно не сможет полностью сосредоточиться на преодолении своей скорби. «Товарищ Дао Сан Цуань, мы рассчитываем на вас», — сказал Хуан Юаньцзы с холодной улыбкой. «Будьте уверены, предоставьте это мне», — ответил Дао Сан Цуань. Сразу же после этого он сделал ручную печать, и белое облако мгновенно появилось у него под ногами, прежде чем унести его в долину. Хуан Юаньцзы и бессмертный небесный владыка быстро последовали за ним, как 2 полосы света. Пройдя не более 100 километров, внезапно раздался грохочущий гул, и окружающее пространство расплылось, прежде чем троица оказалась в лесу гигантских деревьев. Каждое дерево было около 1000 футов высотой и было полностью черного цвета, что делало его похожим на то, что они были построены из черной стали. В тот момент, когда троица появилась в лесу, окружающие деревья начали сильно дрожать, прежде чем упасть на них троих, посылая яростные порывы ветра, несущиеся сверху. Какая грубая формация, просто смешно думать, что такое ограничение используется против меня, усмехнулся Дао Сан Цуань. Сразу же после этого он взмахнул рукавами вперед, и всплески желтой ци хлынули вперед в безумии, прежде чем распространиться во всех направлениях. Как только гигантские черные деревья были подхвачены желтой ци, они немедленно полетели, как перья на ветру, а затем рассыпались в песок под чередой глухих ударов. Окружающая местность искривилась и искривилась, а затем вернулась к тому же пейзажу, что и раньше. Таким образом, троица продолжала двигаться вперед, и Хуан Юаньцзы и бессмертный небесный владыка были очень рады видеть это. Пролетев менее 10 километров, несколько холмов внизу внезапно начали светиться, и 3 образования, каждое из которых было размером около акра, появились на вершинах холмов в унисон. Затем были вызваны бесчисленные огненные шары, прежде чем обрушиться на троицу в проливной буре. Увидев это, на лице Даоса Сан Цуаня появилось презрительное выражение, и он указал пальцем вперед, выпустив 3 зеленые нити света, которые в мгновение ока превратились в 3 толстых столба света. Раздались 3 оглушительных удара, когда столбы света пронеслись сквозь огненную бурю, как 3 проворные змеи, а затем ударили по 3 формациям внизу с разрушительной мощью, мгновенно сравняв 3 холма с землей. Дао Сан Цуань даже не задержался ни на йоту, продолжая идти вперед, а за ним следовали ликующий Хуан Юаньцзы и бессмертный небесный владыка.
несмотря на то, что Цин Юаньцзы установила много ограничений, те, что были на окраинах, были вполне обычными и были там только для того, чтобы иметь дело с нарушителями скромных культивационных баз. Только ограничения рядом с долиной были действительно грозными, которые предназначались для других существ в стадии Великого Вознесения. Янь Ли была в разгаре медитации у входа в долину, когда мрачный голос Цин Юаньцзы внезапно прозвучал рядом с ее ушами. «Берегись, Йиньер, к долине приближаются могущественные враги. Возьми сокровища, которые я тебе дал, и активируй зловещую формацию 18 небес». Сердце Янь Ли дрогнуло, услышав это, и она поспешно поднялась на ноги, прежде чем сделать реверанс в ту сторону, откуда донесся голос. «Да, господин». В этот момент все ограничения в долине уже были полностью активированы, вызывая бесчисленные световые барьеры разных цветов. Кроме черных ветров, беспрестанно бушевавших снаружи, никто не мог заглянуть в долину. Кроме грохочущих раскатов грома, доносившихся сверху, Янь Ли больше ничего не слышал с гигантской платформы. Цин Юаньцзы, казалось, почувствовал ее беспокойство, и он снова передал ей свой голос в утешение. «Не волнуйся, зловещая формация 18 небес станет, по крайней мере, на 20% мощнее, когда ее кто-то будет контролировать, и этого должно быть достаточно, чтобы помешать врагам снаружи в течение нескольких дней. После того, как я преодолею свою скорбь, я смогу встретиться с ними лицом к лицу». Услышав это, тревога Янь Ли немного улеглась. Тот факт, что Цин Юаньцзы все еще обладал достаточной способностью передавать ей свой голос, указывал на то, что он справлялся со своей бедой относительно легко. Таким образом, она немедленно поднялась в воздух, прежде чем улететь, как шар желтого света. Вскоре после этого Янь Ли прибыла на вершину горы с гигантским формирующимся диском, парящим под ней, на котором стоял ряд маленьких флагов разных цветов. Янь Ли в данный момент оценивала медное зеркало в своей руке с мрачным выражением лица, и на зеркале было изображение, изображающее даосиста Сан Цюаня, с легкостью уничтожающего образование золотого света на окраине с помощью белого летающего кинжала. Затем даос Сан Цюань полностью исчез с изображения в мгновение ока. Янь Ли резко вздохнула, увидев это, и ее брови нахмурились от беспокойства. Она знала, что незваные гости должны были быть великими существами стадии Вознесения, чтобы Цин Юаньцзы воспринимала их так серьезно, но она не думала, что среди них будет кто-то с таким высоким уровнем знаний в искусстве формаций. Вокруг долины было много ограничений, но они определенно не смогут задержать незваных гостей надолго. Если бы она хотела выиграть больше времени для своего учителя, то ей пришлось бы полагаться почти исключительно на зловещую формацию 18 небес. Имея это в виду, Янь Ли немедленно махнул рукой вниз, и несколько флагов формирования немедленно исчезли в клубах дыма. Примерно через 15 минут свирепые ветры пронеслись рядом с долиной, посылая песок и мелкие камни во все стороны, в то время как ряд трещин внезапно раскололся на земле. Из расщелин поднимались клубы багрового тумана, быстро охватывая всю долину. Сразу же после этого раздалось несколько резких визгов, и звук призрачных завываний внезапно вспыхнул в малиновом тумане, в то время как появились бесчисленные гигантские черные фигуры. Удивительная зловещая аура также поднялась в небеса, рассеивая большую часть темных облаков наверху. За это короткое время Янь Ли полностью активировал 18 глубоких образований вокруг долины. По отдельности эти формации не представляли большого препятствия для великого существа стадии Вознесения, но они были спроектированы уникальным образом, так что любой, кто столкнется с одной из формаций, фактически должен будет столкнуться со всеми 18 формациями сразу. Таким образом, если они не могли уничтожить все 18 образований сразу, то им пришлось бы терпеливо уничтожать эти образования одно за другим. Вот почему Цин Юаньцзы все еще была так спокойна, несмотря на то, что приближались мощные лазутчики. Примерно через день трио Хуан Юаньцзы прибыло в долину, и выражение лица даоса Сан Цюаня сразу же слегка потемнело при виде зловещего образования 18 небес. После того, как даос Сан Цюань познакомил его с беспокойной природой этого образования, выражение лица Хуан Юаньцзы также значительно потемнело. Так что у нас нет другого выбора, кроме как уничтожить эти формирования одно за другим, если мы хотим войти в долину, подтвердил Хуан Юаньцзы. Боюсь, что так. Однако при наличии взаимосвязанных образований, подобных этим, наиболее трудным для уничтожения всегда является первое. После этого будет все легче и легче, так как будет меньше формаций, поддерживающих друг друга. Таким образом, сила первой формации эквивалентна силе всех 18 формаций вместе взятых, поэтому ее будет очень трудно уничтожить, ответил даос Сан Цюань. Этот Цин Юаньцзы действительно хитрый ублюдок, но он спит, если думает, что этого будет достаточно, чтобы поставить меня в тупик. Сколько времени потребуется, чтобы уничтожить все эти образования, товарищ даос Сан Цюань? Спросил Хуан Юаньцзы. Если вы готовы использовать дверь 9 иллюзий удачи, чтобы помочь мне, то 4 дней должно быть достаточно, ответил даос Сан Цюань. Так не пойдет. А что, если небесная скорбь Цин Юаньцзы закончится раньше? Как насчет этого?
Когда вы достигнете критического момента, я использую свою иерархическую молнию трупа Инь, чтобы помочь вам, но мы должны уничтожить все эти образования в течение 3 дней, сказал Хуан Юаньцзы холодным голосом. Выражение лица Даоса Сансуаня слегка изменилось, когда он услышал это, но затем быстро вернулось к нормальному. Ты даже подготовил к этому путешествию трупную молнию Инь? В таком случае мы определенно сможем сломать зловещую формацию 18 небес за 3 дня. Хорошо. Товарищ Даосский Бессмертный, вам не нужно ничего делать, кроме как привести себя в лучшее состояние. Ваша сила будет чрезвычайно важна, когда мы столкнемся с Цин Юаньцзы, сказал Хуан Юаньцзы. Я понимаю. В конце концов, мое искусство культивирования просто так случилось, что оно оказывает подавляющее влияние на некоторые способности Цин Юаньцзы, небрежно ответил Бессмертный Небесный Владыка. Хуан Юаньцзы больше ничего не сказал, когда он перевернул руку, вызывая миниатюрную полупрозрачную дверь, прежде чем бросить ее вперед. Дверь мгновенно выросла до более чем 100 футов в высоту среди вспышки пронзительного белого света, а затем спустилась с небес. Хуан Юаньцзы появился в верхней части двери в мгновение ока, прежде чем мягко наступить на нее, и она мгновенно полетела к строю впереди с дугами молний, сверкающими вокруг нее. Холодная улыбка появилась на лице Даоса Сансуаня, когда он последовал за дверью, и небесный бессмертный лорд тоже неторопливо последовал за ним. В воздухе над неким болотом в земной бездне пространство внезапно искривилось, после чего появилась полоса зеленого меча длиной более 1000 футов, прежде чем небрежно рубануть вниз. Все небо было разрезано полосой меча среди хрустящей трещины, после чего появился гигантский черный ковчег длиной более 10 000 футов. В передней части ковчега стоял Ханли, заложив руки за спину и со спокойным выражением лица. Одетая в черная кровавая душа стояла позади него, и она быстро осмотрела свое окружение, когда спросила: «Старший хан — это то место, где живет твой хороший друг?» «Совершенно верно. Вы находите это странным, товарищ даосская кровавая душа?» С улыбкой ответил Ханли. Глава 2320. Наблюдение. Во время их сотрудничества Хань Ли и Юэ Лонг наконец-то сумели успешно очистить кристаллы экстремального происхождения атрибутов металла и дерева примерно за полмесяца. Юэ Лонг был в восторге и немедленно выдал Хань Ли обещанную компенсацию, а затем настоятельно попросил, чтобы Хань Ли остался в своей пещерной обители на некоторое время. Хань Ли, естественно, отказался, так как спешил продолжить свое путешествие, и он прибыл в место, где пространственная граница земной бездны была самой слабой, а затем прорезал границу своим глубоким мечом Небесного Духа, прежде чем войти в земную бездну в своем священном ковчеге Чернильного Духа. Услышав то, что только что сказал Хань Ли, кровавая душа улыбнулась и ответила: «Я предполагаю, что этот ваш хороший друг также должен быть великим существом стадии Вознесения». «Боюсь, тут вы ошибаетесь, товарищ Даос. База культивирования этой моей подруги не слишком потрепана, но в последний раз, когда мы встречались, она все еще была только на стадии пространственного закаливания, и она ни за что не смогла бы достичь стадии Великого Вознесения за такое короткое время». Сказав это, она в настоящее время получает руководство от существа Великой стадии Вознесения, так что есть вероятность, что она достигла стадии интеграции тела. Как ей повезло. Тогда, когда я продвигался к стадии интеграции тела, мне пришлось пройти через множество трудностей, и даже мое истинное тело было запечатано на другом континенте, вздохнула кровавая душа с несчастным выражением лица. «Хе-хе, не будь так строга к себе, тебе просто не повезло. Как только мы спасем твое истинное тело, ты сможешь добиться дальнейшего прогресса в своем развитии», — утешил его Ханли. «Очень на это надеюсь», — с кривой усмешкой ответила кровавая душа. Ханли просто улыбнулся и замолчал, затем перевернул руку, чтобы достать черную нефритовую полоску, которую он осторожно прижал к своему лбу. Это была карта земной бездны, которую ему дала Цин Юаньцзы. Быстро изучив карту, а затем проведя своим духовным чувством по местности рядом с болотом, он смог определить свое нынешнее местоположение и был в восторге, обнаружив, что это было недалеко от пещеры Цин Юаньцзы. Таким образом, он немедленно убрал нефритовый слип, прежде чем пришпорить гигантский черный ковчег в другом направлении. Днем позже, когда ковчег приближался к месту, где находилась пещера Цин Юаньцзы, Ханли внезапно открыл глаза от сидячей медитации, и на его лице появилось странное выражение. Какие мощные энергетические колебания! Это энергетические колебания большой небесной скорби. Может быть, кто-то преодолевает скорбь поблизости. Если подумать, то сейчас самое время Цин Юаньцзы пережить свою следующую небесную скорбь. Может быть, это он? Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он сделал ручную печать, на которой священный ковчег Чернильного Духа мгновенно остановился в воздухе. Затем он поднялся на ноги и поднялся в воздух, прежде чем улететь, как полоса лазурного света, оставив только прощальное послание для кровавой души и других. «Оставайся здесь и присмотри за ковчегом, а я сначала пойду посмотрю».
Даже после того, как лазурная полоска света исчезла вдали, его голос все еще эхом разносился по всей округе. Жу Гаэр и остальные поспешно вышли из каюты, прежде чем бросить взгляд в ту сторону, где исчез Хань Ли с озадаченным выражением лица. С нынешними способностями Хань Ли максимальная скорость полета, которую он был способен достичь, была, естественно, совершенно экстраординарной. Однако энергетические флуктуации, которые он только что ощутил, тоже пришли откуда-то издалека. Только пролетев около 15 минут, он наконец увидел вдалеке черные тучи скорби, а также услышал взрыв неясного грохота. Внезапно глаза Хань Ли слегка сузились, когда он пробормотал себе под нос: «Подожди, здесь есть и другие великие существа стадии Вознесения». Затем он резко остановился в воздухе, прежде чем бросить взгляд на облака скорби вдалеке с задумчивым выражением. Там есть еще 3 великих существа стадии Вознесения, и они не делают никаких усилий, чтобы замаскировать свои ауры, поэтому они явно замышляют заговор против человека, превосходящего их скорбь. Мне нужно выяснить, действительно ли Цин Юаньцзы преодолевает свою скорбь. Если нет, то мне нет нужды вмешиваться, задумчиво произнес Хань Ли. После недолгого раздумья он положил руку себе на затылок, а затем открыл рот, чтобы выпустить шар лазурной ци, который быстро превратился в лазурный хрустальный шар. Затем Хань Ли сделал ручную печать, закрыв глаза, и на его глобелле появилась рана, после чего чернильно-черный демонический глаз появился среди взрыва черной ци. Тонкая черная нить внезапно вылетела из демонического глаза, а затем исчезла в пространстве впереди в мгновение ика. В следующее мгновение в лазурном хрустальном шаре появилось четкое изображение. Только тогда Хань Ли снова открыл глаза, прежде чем внимательно вглядеться в хрустальный шар. Однако он не видел ничего, кроме густого черного тумана и шаров сверкающих пурпурно-золотых молний. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он сделал ручную печать, и изображение в хрустальном шаре быстро повернулось вокруг, очень похожее на перспективу человека, быстро осматривающего окружающую местность. Вскоре стали появляться горы и пышная зелень. Внезапно выражение лица Хань Ли слегка изменилось, и изображение в хрустальном шаре тоже осело по его приказу. В этот момент изображение изображало бескрайнее море багрового тумана. В море тумана виднелась гигантская мерцающая дверь, над которой стояли 3 мужчин в разных одеждах. Хань Ли сосредоточил свой взгляд и сразу же определил, что эти 3 были теми, кто испускал ауры стадии Великого Вознесения. Среди этой троицы был крепкий мужчина ростом около 20 футов, стоявший неподвижно на месте, в то время как человек в желтой мантии контролировал гигантскую дверь, чтобы прорваться через море тумана. Бесчисленные пятицветные руны всплыли вслед за гигантской дверью, оттесняя весь окружающий туман. Последним человеком, завершившим трио, был молодой даосский жрец, а позади него виднелась гигантская трехголовая проекция питона, выпускающая из 3 своих пастей алые, желтые и лазурные шары света. Как только окружающий туман соприкасался с этими шарами света, первый немедленно исчезал. Глубоко в бескрайнем море тумана были бесчисленные гигантские черные тени, которые в выступлении выпускали всплески малиновой ци, казалось, борясь с гигантской дверью и трехцветным светом. Внезапно дородный мужчина, казалось, что-то почувствовал, и он немедленно повернулся в сторону, крича: «Кто там шпионит за мной?». Как только его голос затих, он ударил одной из своих больших черных рук, как молния, и вокруг акропространства в этом направлении мгновенно искривилось и взорвалось. Затем вспышки черного света хлынули во все стороны вместе с обжигающими ветрами, распыляя весь малиновый туман поблизости. Такая громкая суматоха, естественно, привлекла внимание обоих его спутников, и они тут же повернулись к нему с недоумением в глазах. «Что случилось? Ты что-то обнаружил, товарищ бессмертный даос?» — спросил Хуан Юаньци, когда гигантская дверь остановилась по его приказу. Благодаря их настойчивым усилиям в течение последних 2 дней и 2 ночей почти половина первого формирования уже была сломана. Он не хотел, чтобы какие-либо неудачи произошли сейчас. «Кто шпионил за нами, и я только что уничтожил их секретную технику», — спокойно ответил бессмертный небесный владыка. Выражение лица Хуан Юаньцзы слегка изменилось, и он спросил: «Это та девушка, которая контролирует это формирование?» «Я так не думаю. Эта девушка была только на стадии пространственной закалки, и мне удалось нанести ей удар издалека раньше, так что она должна быть по крайней мере тяжело ранена, если не мертва. Она никак не могла раскрыть секретную технику, чтобы шпионить за нами», — ответил бессмертный небесный владыка, качая головой. «Значит, это кто-то новый. Смогли ли вы почувствовать их культивационную базу?» — спросил Хуан Юаньцзы, слегка нахмурив брови. «Мне удалось только сломать их секретную технику. Как я мог обнаружить их базу культивирования? Однако, судя по тому, насколько глубокой была эта секретная техника, скорее всего, ее выпустило довольно могущественное существо», — сказал бессмертный небесный владыка со слегка торжественным выражением лица. «Это означает, что этот человек, скорее всего, также является существом великой стадии Вознесения. Может быть, это союзник Цин Юаньцзы?» — предположил Даос Сан Цуань.
Выражение лица Хуан Юаньцзы слегка изменилось, когда он услышал это, но затем он покачал головой в ответ. «Я так не думаю». «Ой, почему вы так уверены?» — спросил Дао Сан Цуань, приподняв бровь. «Все очень просто. Если это действительно союзник Цин Юаньцзы, то почему они появились в такое время?» — спросил Хуан Юаньцзы. «Это правда. Если бы это действительно был союзник Цин Юаньцзы, они бы либо использовали зловещую формацию 18 небес, чтобы противостоять нам с самого начала, либо скрывались бы до тех пор, пока мы не уничтожим эту формацию, и в этот момент мы бы потратили больше всего энергии», — кивнув, согласился Дао Сан Цуань. «Может быть, этот человек — одно из других существ великой стадии Вознесения, живущих в земной бездне?» — спросил небесный бессмертный Господь. «Скорее всего, нет». Цин Юаньцзы, должно быть, выбрал время, когда все остальные великие существа стадии Вознесения в земной бездне отсутствуют, чтобы превзойти его скорбь. Поэтому, скорее всего, он каким-то образом выманил их всех из земной бездны, холодно усмехнулся в ответ Хуан Юаньцзы. В таком случае трудно сказать, друг или враг новоприбывший. Кроме того, мы в настоящее время заперты в этом строе, так что это не очень хорошая ситуация для нас, сказал бессмертный небесный владыка. Действительно. Я намеревался отложить использование моей иерархической инской трупной молнии, но, похоже, мне придется использовать ее сейчас. Сделайте некоторые приготовления, товарищ Дао Сан Цуань. Мы собираемся сломать этот строй силой и посмотреть, кто этот новоприбывший, сказал Хуан Юаньцзы, когда в его глазах появился свирепый взгляд.